Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на ближайшие дни с 10 по 20 февраля. Что ждет вас? Что прояснится? Что вас удивит или будет несколько неожиданно? Давайте с вами узнаем. И достанем на колоде первые три карты, которые будут говорить о как знаке судьбы. Мы не будем задавать вопросов, а просто позволим картам раскрыть палитру событий или на что вам придется уделить внимание чему-то, да, или обратить это внимание, или сфера жизни, где вам придется принимать важные решения. Первый знак судьбы, как три секретных карты. Давайте эти секреты приоткроем. Завесу тайн. И следующий будет вопрос вполне конкретный. Так что же вас удивит или что будет для вас неожиданным? И что прояснится в связи с этим? И по основным сферам жизни достанем 4 карты. Первая будет означать любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Что в доме? Вот в доме. Или с домом, да, может быть, у кого-то дела домашние сами по себе, а у кого-то, ну, может быть, связано с недвижимостью. Следующая карта, что ждет в работе, в ваших достижениях, важные встречи, контакты, документы. И что ждет в финансовой сфере, денежки. Итак, первая секретная карта, первый знак судьбы. Ну, где-то вы подзадержались, да? Ну, может быть, это обстоятельства так. Все же по этой карте мы иногда, хоть и девушка смотрит в окно, да, вроде бы ничего не меняется. Тут, ну, тут у каждого будет свое ощущение. Кто-то ничего не хочет менять. Вот меня это устраивает все. Не хочу я там каких-то турбулентностей. Другой турбулентностей не хочет, но и где-то, ну, подзастрял. Или как-то скучновато, в жизни не хватает драйва, хочется огня, новых впечатлений, хочется вдохновения. И поэтому прицеливаетесь как будто, да, вот так и хочется сказать по этой карте, потому что включает она в себя значение карты, когда мы строим планы на будущее. Поэтому тут у кого-то будущий какой-то проект, но, может быть, это вы детализируете, создаете тезис-план. Причем, если мы спросили, какой сферы жизни, жезлы– это дела, работа, бизнес, документы у кого-то, но все равно, может быть, и инстанции, какие-то встречи, то есть сам по себе драйв или жизненная активность. Второй– знак судьбы или секретная карта. А ведь правда, что-то вы задумали. Нулевой аркан. Он всегда говорит о том, что прежнее, как этап, эпоха нашей жизни подходит к концу. Момент перезагрузки. И тут, может быть, поэтому вы куда-то и не торопитесь, потому что, ну, желание это, конечно, замечательно, но есть какая-то реальность. И вот связать, как связать воедино. Вот давайте теперь я достану дополнительные карты. Что же там вы думаете или что подскажут? Вообще туз мечей, вот этот лабиринт какая-то, может быть, цепочка событий, когда вы ее анализируете, пытаетесь, ну, как логическую, да, связь или взаимосвязь между событиями уже найти. Но я ведь всегда говорю, лабиринт какая-то путаница или паутина, мои дорогие. Она завершается. И здесь это у кого-то может означать, что вы недавно получили важное известие, или вы сами ждете этого известия, ну, буквально вот-вот. Вот кто-то ждет важную бумагу, и, видимо, вы связываете с этим событием новый этап вашей жизни. Что еще? О, собственное солнце. Тут и правда. Знаковое время, с учетом следующего нулевого аркана, вы пытаетесь, ну, как минимум, тезис плана 6 месяцев создать. Ведь это карта выбора правильного направления. И, конечно, это очень ёмкая карта в отношении, как и людей может проигрываться, да, когда вы сейчас именно хотите себя более надежными людьми окружить или хотите тех проектов, которые не будут в пустоту или в вакуум. Может быть, вы подходите более вдумчиво, чтобы не тратить энергию попусту или не начать какое-то дело, которое потом придется оставить, может быть, и так. И вот вы пытаетесь максимально как-то свои шаги последующие как и скоординировать, так и выстроить логическую цепочку последовательности. Пусть это будет следующее, как бы последующее, точнее, событие или то, с чем вы столкнетесь. Вы пытаетесь, мои дорогие, заглянуть немножко в будущее. По сути дела, нам об этом говорят карты. Но давайте еще спросим про нулевой аркан.
Мы с вами любопытны, правда, иначе зачем делать этот расклад? Что за тема или что за вопрос по нулевому аркану? Любовь. Явно вы тут какой-то либо, знаете, кто-то встретил человека. Вот так. Такое все-таки по рыцарю чаш может быть. Или пусть это не касается любовной истории, пусть это даже деловой какой-то вашей активности. Может быть, появляется возможность. Или кто-то установил более такие понимающие, понимающий контакт, диалог, по работе даже, да, с руководителем. Или пусть это не будет именно руководитель, а может быть вообще какое-то новое направление вашей деятельности. И явно что-то вас цепляет. Что-то вот душа как будто чего-то просит. Ну, тут у каждого своего, да. И поэтому вы вот это вдохновение, может быть, как свежий ветер чувствуете. Это, знаете, хочется открыть окно и вдохнуть вот этого свежего воздуха. Потому что хочется и новых горизонтов, да. Окно открыли, вот представьте себе. Воображение, я думаю, у стрельцов хорошее, что вот именно этих горизонтов хочется больше, дальше, шире, как будто охватить что-то. И явно есть какое-то начало, и по этой карте, да, начало-то вдохновляющее, но нам пока не говорят о том, что это будет продолжаться дольше, долго. Так вот, может быть, этот вопрос вы как раз и обдумываете. Будет ли это дальше? Ох, да тут вам что-то по судьбе. Карта Солнца. Явно, либо вы встретили какого-то человека, либо, мои дорогие стрельцы, вас посетила какая-то мысль, будь то мечта или желание что-то изучать, или заняться чем-то новым, приложить свои знания, может быть, экспертность, даже если вы в какой-то области уже профессионал, но из этого создать какой-то совершенно новый продукт. Конечно, иерофант– это и учитель, и ученик, поэтому желание и готовность учиться, узнавать вот это будущее, новое совершенно. По сути дела, путь наверх. Но для кого-то это инстанции, мои дорогие. И это может быть сопряжено с отношениями, ведь иерофант– это традиции. Традиции и где-то закон, порядок или система иерархии. Поэтому у кого-то карьера, а у кого-то, правда, и личная жизнь. Причем тут, как и люди вам встретились, именно те, которые вам как будто нужны для правильных выводов, с одной стороны, но и для прогресса. Вот, может быть, даже если мы думаем, что какой-то человек нам принес очень много каких-то недоразумений, путаницы или сложных отношений. Но, проходя такие сложные периоды нашей жизни, мы взрослеем и становимся сильнее. Вам это тоже было необходимо, потому что то, что вы вот эту ступень, вот эти ступеньки пройдете дальше, вам будет именно прошлое где-то, прошлый опыт помогать. Третий знак судьбы. Ну, вот все, что сказала, карта можем утверждать, что она подтверждает. Потому как справедливость, я всегда говорю, что это связь между прошлым и будущим. Что это карта кармы называется, а у вас раз судьба и два карма. Конечно, карта будет говорить, как знак судьбы, тебе действительно сейчас, стрелец, не с места в карьер надо бежать, а именно что-то уточнять, что-то рационализировать, просчитывать, может быть, математически, строить правильные связи, социальные связи. И это карта причины и следствия. Опять же, это прошлое и будущее. Вы знаете, я вас хочу пригласить на свой сайт. Последняя статья «Волшебный мост между прошлым и будущим». По сути дела, это февраль. И не только. Вот у нас сейчас идет период активности, такой вот, да, активности. Пусть это как интеллектуальный какой-то штурм, но это не бездействие, это зачем-то нужно. Но хотя для кого-то из вас именно нужно какую-то вашу траекторию продумать, чтобы это согласовывалось с законом. Две карты о традициях, о порядке, о какой-то системе иерархии. Здесь не должно быть, знаете, какого-то противодействия или когда мы словно пытаемся, ну, плыть против течения. Может быть, в чем-то нам и придется плыть, да? Но, видимо, какой-то базис, может быть, это и документы, и законы, но он все-таки должен быть соблюден. Ну, вот такие подсказки, такая у вас секретная карта, тут что-то. Посмотрите, тут как будто правильное направление, правда? По аркану Солнца. И то, что вы сейчас, мои дорогие стрельцы, выбираете, это будет продолжаться 6-8 месяцев, почти до конца 2026 года. Какие-то правильные выводы и выборы вы должны сделать. Что вас удивит? А вот эта пауза, она вас где-то может и удивлять. Давайте мы сразу
Откроем карту, что прояснится. Прояснится какая-то башня. Прояснится, кстати, мы говорили о законах. И вот еще одна карта, которая тоже имеет значение. Ну, первое, главное, это трансформация. Все то, что мы с вами говорили по знакам судьбы. Но это еще и вот эта иерархия или вот эта ступенчатость. Может быть, имеется или имелось в виду какие-то события на работе у вас произошли, но у кого-то, может быть, и в личной жизни. Про образ башни когда-то в первых картах всегда говорю, это тюрьма. Вот представьте, какое-то старое такое замшелое здание, мрачное, и в нем трещина. Несмотря на трещину, это здание, оно долгое время стояло, но вдруг, как, знаете, момент X, и попадает молния, и оно разрушается. То есть какая-то система, она сохранялась какое-то время, но наступает период, когда это нужно перестроить, пересмотреть, трансформировать, да. И это могут быть некоторые неожиданности. Поэтому что прояснится? У вас будет проясняться какая-то, может быть, недавняя история. Причем это старший аркан. Вы еще узнаете по этой истории или по этим событиям. Или вы можете узнать, если вы сейчас занимаетесь у кого-то буквально вопросы в суде. Или какие-то прения, или, ну, есть такие острые точки, в которых вам нужно навести баланс. Все-таки баланс у нас справедливость, да, как карма. Поэтому по этому делу могут возникнуть еще какие-то нюансы. Вот давайте достанем дополнительную карту. Так что будет для вас неожиданно? Но опять же, завершается прежний этап жизни, мои дорогие. Выздоровление, вообще-то, эта карта. Когда мы уже смотрим вот в это окно, наверное, которое мы же сами и распахнули, не оглядываясь назад, вот как будто девушка, да, вот смотрите, она словно на дне какое-то время была, да, и не могла что-то предпринять. Она, ну, буквально как молитва какая-то внутренняя. И вот она уже всплывает наверх, а у вас карта Иерофант тоже наверх. Время строить свои планы более четкой позиции, время, может быть, делать карьеру, время учиться доверять себе и одновременно быть реалистом. Ни разу не говорят нам карты о том, что у вас каких-то иллюзий много. Может, конечно, если это с личной жизнью связано, но все равно рядом аркан Иерофант, поэтому тут никак нельзя замечтаться. Даже если пусть на короткий период вам встретился человек, примите это как вот элемент вдохновения. Вдохновиться точно вам чем-то стоит. Неважно, что это будет человек или какая-то ваша задумка, потому что путь наверх, мои дорогие. Так вот, если мы в целом обрисуем эти две карты, причем быть готовым к неожиданностям. У вас, знаете, может быть, в эти 10 дней будет один какой-то день, как важный пункт, когда тысячи дорог могут сойтись в одной точке. И причем с этим могут быть как новости, неожиданная информация. Будьте готовы к тому, что то, что вы прежде думали, ну вот и так должно быть, или так, может быть, принято по порядку. Оно нет, тут какой-то порядок переворачивается с ног на голову. Будьте к этому готовы. Это вас может удивлять. Но это будет включать ваше выздоровление. Может быть, это будет у кого-то по отношениям, у кого-то это будет касаться именно работы, у кого-то, может быть, средства массовой информации, да, много старших арканов. Когда вы вот это окно открыли, и, может быть, пока вы его не открыли, вы, ну, представляли себе что-то одно. А тут вы именно видите что-то, видите вот эти возможности ваши, видите какую-то более далекую дистанцию. Вы здесь можете действительно и просчитать что-то, и прояснить. Может быть, это будет на удивление то, что вот-вот что-то будет меняться. Мне сейчас нужно какие-то правильные рокировки в свою жизнь внести. Может быть и так. Так что прояснится по аркану башни. Может быть, я такое не исключаю. Есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или человек имеет в одном из этих знаков асцендент, он может об этом не догадываться. Но ведь эта карта про образ Юдифи. И, как известно, выбор она свой сделала. А любой выбор подразумевает, что мы от чего-то отказываемся именно потому,
что нам это уже надоело, или не имеет смысла, или мы от этого устали. Время принимать важные решения и надеяться на самого себя, что прояснится. А вот смотрите, я иногда говорю, ситуация э, марафонского забега, и это лет 10. У вас карта выбора правильного направления, я сказала, 6-8 месяцев. Может быть, но это не только какая-то стратегия и тактика только до конца 2026. Скорее всего, вы хотите для себя что-то определить на более далекую дистанцию, и у вас это получится. Более того, для кого-то будет вопрос, связанный с финансами. Вот когда эта карта выпадает, тут действительно есть в вашем окружении человек, который вам способен выручить вас финансами. Причем вы можете на него совершенно не думать. Или это может быть человек, который вам дает дельный совет, не советы постороннего, не пойми какие, или как мнение. Нет, это именно либо человек оказался в такой подобной ситуации, либо он обладает каким-то влиянием или, в принципе, уже все равно имеет определенный опыт. Вот толковые какие-то советы. Но точно так же, вот я говорила, может и быть как и новость, так и человек, когда в вас это рождает какую-то идею, да. Но начало, оно было положено либо с инсайта, либо, может быть, кем-то сказанное. И тогда вот это точно нужно додумать, потому что здесь нельзя, нет мечты, мои дорогие, отказываться. Тут нужно знаете, еще предстоит какой-то путь пройти, когда вот шаг мы сделали, и следующий мы будем делать, и при этом будем внимательны, как это отзовется в пространстве, в какую историю это в конечном итоге выльется. Мы должны быть готовы корректировать планы, но какую-то более далекую дистанцию, вот именно это и проясняется. Ладно, личная жизнь, что ждет? Ну и взаимоотношения. Ух, у вас два туза. Время важных решений. Я всегда говорю, туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И тут у каждого по-своему. Для кого-то это может быть получение информации, а для кого-то это вы себе говорите «пора». Пора определиться, может быть, взаимоотношениями или у кого-то для тех, кто в паре. Посмотрите, очень доброе сочетание. Вы можете со своим партнером что-то задумать. Вы можете задумать кто-то как семейный бизнес или вместе какой-то проект. Кто-то, может быть, задумается даже о переезде. Может быть и так. Но тут все-таки любовь. А для кого-то, для тех, кто один или одна, может быть, и хватит быть в этом сольном варианте. И у вас, как-то серьезные мысли, не просто что-то ветреное. Ну, иногда и ветреное, почему бы нет, какой-то флирт, это нас вдохновляет. Но, видимо, вот этого серьезных людей, надежных людей, вот это окружение, которое я в самом начале говорила, вам как будто необходимо как воздух тоже. Ладно, что в доме? Шестерка мечей. Сам дом куда-то переместиться может. Или это вы можете, правда, продумывать переезд. Для кого-то много работы. Работа связана с командировками. Или был, допустим, путь один в один офис, а тут какой-то филиал или какой-то релокейт. Или вы работали, допустим, в офисе, а теперь это будет удаленная работа. Или вы сами этого хотите. У кого-то это совпадает с периодом обучения, прохождения курсов, потому что вроде как нам нужно абсолютно точно. Вот, да, вот трансформация, мои дорогие. Как будто отплыть от прежнего берега, ничего не растет, таланты там мои не раскрываются. Мне все равно нужно идти вперед. И мы вот так вот на ощупь пытаемся прочувствовать, как будто каждый свой шаг. Поэтому не торопитесь куда-то, правда, просчитать рационально что-то. Пересмотреть, совершенно необходимо. И при этом быть готовому, что даже это, что вы вот так трансформируете, вам в последующем в деталях придется менять. Это внимание, вот этот момент очень важен. Потому что это, знаете, мы вслепую исследуем непознанную землю, да еще без карты. Ну вот мы с вами 3 секретных карты открыли, и прямо в тему. Судя по этой карте, это касается дома. Может быть, кто-то из вас и желает действительно работать не просто удаленно, и на самого себя. Может быть, создать вот этот семейный бизнес или пусть с кем-то, да, пусть это семьи нет, а партнер какой-то есть, и вас это дело сейчас захватило полностью с головой. Но оно еще требует, чтобы вы, где-то это просчитали.
Поэтому кому-то просто захочется переехать, потому что лучше жилье. Вот я этого тоже не исключаю. Где-то карта подсказывает, что у тебя сейчас, стрелец, будет какой-то активный период, когда, ну, может быть, ты и хочешь, но дома у тебя мало, может быть, будет времени, когда вы там можете находиться, потому что какая-то активность будет несколько иная. Ну и предыдущие карты тоже об этом говорят. Много вопросов. Следующее. Так что же там в работе? Вы посмотрите, весь мир у ваших ног. Мне нечего сказать. Я по предыдущим картам, похоже, все сказала. Не ставьте для себя табу. Не ставьте для себя рамок. Это не значит, конечно, что мы, ну, так вот опрометчиво поступаем, но и подзаострять мы точно не должны. У вас наступает очень, и, кстати, планетарно, ведь это тоже так, правда? Перейдите на мой сайт, я все ссылки оставлю в описании под видео, там разные статьи на 2026 год. Прочитайте. Я думаю, что у каждого ведь своя какая-то задумка, тема, да, свой инсайт. И я думаю, подсказок будет больше. Как вам действовать или как правильно поступить, как быть. Вот я думаю, что вы что-то для себя, красивый узор можете сложить, потому что мир это и есть красивый узор. Для кого-то из вас, может быть, буквально открываются границы, появляются новые возможности. Это и карта завершения, потому что это 21-й последний аркан. Я вам должна сказать, все-таки, и это планетарно, в феврале месяце мы не рвем. Даже если вы сделали уже выводы, себе сказали, нет, я буду увольняться, или я буду, ну, как бы тут что-то менять, да? Пусть это будет касаться даже партнерских отношений, может быть, у кого-то и в личной жизни. Но мы тут, знаете, резкому мы не рвем, иначе нас будет изнутри как ломать, рвать. Вот это не надо себе турбулентности искусственно создавать, потому что тут внешних каких-то сюрпризов хватает. И тогда будет карта мир говорить, что ты вот именно пробуй. Ты сейчас новые, как через опыт, варианты, исследуй буквально. Будь вот этим исследователем по работе и складывай для себя. Может быть, план А, план Б, план С. Может быть, оставить еще пока, не отказываться от прежнего места работы, заработка, дохода и для себя уже начать что-то пересматривать. Следующее. У нас ведь совсем скоро Уран перейдет в Близнецы, а сейчас он у нас в прямом движении в знаке Тельца. И это есть наше благополучие, все вопросы с этим связаны. Это и дом, это и близкие, это и семья. Но и откуда к нам приходят деньги? Для кого-то из вас освоить новые технологии, может быть, интернет-технологии, цифровые технологии. Может быть, это вы хотите именно стать блогером, завести, может быть, или, ну, и открыть свой сайт, создать сайт, может быть, продающий какой-то, да. Ну, тут ведь можно, наверное, еще часа два говорить, поэтому перекладывайте на себя. Возможности, они у вас есть. Деньги. Мои дорогие стрельцы, не упустите время. Ну, правда, рождение, вот как будто прелюдия рождения нового проекта. Для кого-то из вас и по личной жизни, мои дорогие девочки, кому это соответствует по возрасту, желаниям. Я жду ребенка. Мои дорогие мужчины, вы тоже можете хоть и на деньги узнать, что ваша женщина, любимая, ждет ребенка. И это, понятно, какие-то траты, и сразу эквивалент, ну, в материальный мир уводит. И, конечно, карта императрица очень емкая карта. Это говорит о том, что первое– смена статуса. И у кого-то смена статуса, ну, были вы, может быть, просто парой, а у кого-то речь идет о создании уже союза, да, самого разного. Это может быть и союз, ну, где-то по работе, мы уже с вами об этом говорили. Но это может быть и как построение карьеры. Ведь императрица не только плодовита, но, ну вот буквально, да, и тут как будто земной шар, аркан мир. Вот интересно выпало, правда? Время больших возможностей у вас на пороге. Но было бы, ну, где-то преждевременно, без оглядки, все побросать и мчаться вперед. Нет, какой-то красивый плавный переход. Идей у вас будет много. В идеях недостатка не будет. Но ваша задача– сложить в красивый узор, в какой-то пазл. Вот и в деньгах-то тут тоже какие-то заработки могут быть даже на новых проектах. Может быть, это не буквально прямо сейчас, но как базис вы какой-то закладываете. И деньги, мы спросили, аркан императрица. Императрица,
она великий дипломат, потому что только императрица может договориться с несговорчивым императором. Да, вот я иногда говорю по аркану император, есть два мнения, мое и неправильное. Ну вот она даже с таким человеком может договориться. Поэтому договариваться, мои дорогие стрельцы, придется. Как будто если сумеете, и отчасти ведь вот эта конфигурация тоже об этом говорит. Будет у тебя взаимопонимание с разного рода людьми. Будут у тебя и деньги, будут у тебя и планы, будет у тебя и реализация проектов, будет у тебя и мир, будет и прогресс. Высшие силы вам помогают, аркан Солнца. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за вашу помощь и поддержку, за ваши волшебные и душевные комментарии, правда, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.